Привет всем! Сегодня я расскажу вам немного о корейских кваджа, либо закусках, а точнее самых топ-популярных из них. Вы решили поехать в Корею или ваши друзья приезжают из Кореи? Что же такое вам привезти, такое вкусненькое, корейское? Что? Сегодня я подскажу вам, что именно стоит привезти из Кореи. Корейское слово кваджа переводится как закуска, но имеется в виду не панчан закуски, которые ставим на столе в виде кимчи, там редьки, не-не-не-не. Те, которые вы кидаете в сумку, которые вы кушаете между приемами пищи, типа как чипсы, чокопай и так далее. То есть это вкусно, сладко, солено, но не полезно. К сожалению, особенно если вы на диете. Начнем мы с чего-то сладенького. Например, вот с таких семечек хэбараги, либо как их на корейском называют. Пачка может выглядеть иначе. В чем здесь суть? Это семечки, покрытые шоколадом. Корейцы обожают эту продукцию. Продукция определенной фирмы, мы ее прикроем. Они бывают в продаже и в России, есть на Дальнем Востоке, может и в центральной части России. Расскажите, вы встречали такие семечки в России или нет? Ну, семечки поели, вкусно, сладко, сильно не насытишься, но хотя бы, ну и нельзя. Еще одна сладкая продукция — это алмонд, это миндаль, покрытый в шоколаде. То есть корейцы в чем суть? Любят покрывать разные зерновые продукты в шоколад. Семечки в шоколаде, миндаль в шоколаде. Вроде миндаль полезно, тем более в Корее сейчас фишка на то, что кушать нужно много миндаля. Полезно для мозгов, соображать будете лучше, поэтому все массово начали его кушать. И как будто раньше его в жизни не видели. Тоже продукция, тоже шоколад, не пиарим, идем дальше. Я думаю, большинство из вас знает, что такое пепперо. Это такие палочки, покрытые разным составом внутри, либо снаружи, очень распиаренный бренд. И, кстати, скоро Pepper Day, 11.11, то есть 11 ноября, как гласит корейская легенда, половину выручки Pepper делают именно в этот день. В принципе, да, ты чувствуешь, что ты как бы должен купить, обязан купить, все всем дарят, ты тоже всем подари. Плюс их такое большое количество видов, но мы их встречали, видели, они есть также в России в продаже в большинстве магазинов, по крайней мере, тоже на Дальнем Востоке. Но какой Pepper сегодня я решила показать вам? Вот такой вот. Пеппера зеленый чай. Да, немножко необычный вкус, и тут звезда корейская. Зеленый чай пепперу. Внутри пепперу засунули зеленый чай. Мне, как не любителю чая, это ведомо. Может быть, это очень будет вкусно, и корейцы это обожают. Особенно японцы, потому что японцы любят все, что зеленым чаем. У них бзик на такой шоколад с зеленым чаем. Поэтому пепперу с дуды докча, зеленым чаем, пожалуйста, тысэо, угощайтесь. Но это тоже сладко, вредно, мне нельзя, идем дальше. Если вы любитель дарам, вы явно встречали неоднократно, как корейцы пьют в пакетиках лекарства, всякие растворы, чаи и так далее, полезны для здоровья, очень невкусные и демсы, пахнущие очень сильно. Но среди таких вот видов есть более-менее, которые выпить можно. Это вот такой вот чай. Это чай, получается, корейский с красным женьшенем. Очень полезно для здоровья. Говорят так. Честно, мне вот это не по мне, но полезно особенно для мужчин, повышающий потенцию. Так что, если вы будете в Корее и вы не знаете, что привезти мужчине, купите ему блок вот таких вот чаев. Он просто растворяется в воде, в теплой, и вы его пьете как будто чай. Представили и пьете. Между прочим, вот такие вот чаи, вода с женьшенем, еще со времен Корё, династии Корё, очень популярны в Корее, и люди взрослые, молодые пьют и понимают, что это напиток, дающий здоровье, поддерживающий вас. Ну, идем дальше. Из тех, что я люблю, но, конечно, есть это часто не получается, все-таки это кваджа, это очень калорийные вещи, но все же я хочу с вами поделиться одним своим очень любимым. Это не настолько популярно в Корее, как предыдущие закуски, особенно среди иностранцев. Корейцы это очень любят. Это называется бибиммён. Это такая лапша. Она острая. Да, бибиммён пошел от бибимбап. Мы знаем, что рис перемешанный с 7 видами овощами, такой остренький, вкусненький. Суть заменяется пап-рис на мён, то есть бибиммён. Вы варите рис, я это вам покажу чуть позже. Сливаете воду, обливаете холодной водичкой, добавляете соус. Ядерно-красное. Самое шикарное время это кушать как раз таки летом, потому что жарко, вы поели такого острова, вам сразу в пот бросило все, вы такие охладившиеся. Вот, очень классная вещь, к сожалению, в России в продаже нету, больше раньше было, но продажи не состоялись, поэтому если вот мне это очень хочется, приходится просить друзей, привези, либо самой лететь и ехать, либо оставаться в Корее и кушать бибиммён. Но мы помним, лапша, так же как любой рамен, лучше вечером не есть. Во-первых, а во-вторых, в принципе, лучше вообще аккуратно его кушайте по праздникам. Сильно вредно. А теперь давайте посмотрим, как же готовится этот бибиммён. Для начала нам нужно будет с вами поварить лапшичку в где-то 600 мл воды.
Варить около 3-5 минут. Нам ее не нужно разваривать. Далее мы с вами сливаем горячую воду с лапшички, охлаждаем ее прохладной водой, питьевой, конечно, и добавляем соус. Все это перемешали, пожалуйста, нате, готовы к употреблению. Корейцы обожают чаджанмён. Я думаю, вы это уже видели, да, встречали. Но чаджанмён все-таки это китайская лапша, хоть и продается в Корее, популярна в Корее. Чаджанмён есть в продаже в России, в большинстве городов, поэтому как-то его привозить в Корее смысла нет. Но есть лапша, которую есть смысл привезти. Это джауан. По сути, очень типично, просто разные соусы. Способ приготовления джауана идентичен с бибимёном. Все точно так же, но, конечно, другой соус. Его очень любят кушать мужчины, особенно после 30 лет. Не знаю, фишка у них такая. Бывает даже с алкоголем, но бывает и после него. Если вы так любят корейцы, больше корейцев, чем иностранцы, может, стоит попробовать разок. Хотя бы дело ваше, или пробуйте, хотите, нет. Теперь мы с вами дошли до самого ням-ням-ням вкусного. Это чипсы. Корейские чипсы популярны у нас. Они у нас издревно есть, да, но мы сейчас будем не про них говорить, а про корейские чипсы, которые остались еще в Корее. Начнем со сладких. Сладкие чипсы? Да. Первые чипсы будут это honey butter chip, то есть чипсы со вкусом меда. Мед. Чипсы. Картофельные. Люди, что вы курили, когда их делали? Ну, в общем, корейцы тоже их любят. Нам интересно, что они любят. Нам интересно попробовать. Может быть, нам тоже это понравится, но не знаю. Я такой не ем, я такое отправлю вам. Далее, следующие чипсы это куноджино танком, то есть чипсы со вкусом кальмара. Не мое, просто лично не мое, не люблю морепродукты, но популярный по продажам в Корее товар. Почему? Потому что все со вкусом морепродуктов и вот такое солененькое корейцы едят с алкоголем вместе с соджу. Как часто корейцы пьют соджу? А дальмада? Ну, почти дальмада. То есть очень часто. Значит, популярные чипсы, может, стоит попробовать, а вдруг понравится кому. Ну, есть люди, кто любит морепродукты, поэтому, пожалуйста, угощайтесь. Еще одни чипсы, я бы сказала, более традиционные. Это чипсы со вкусом кимма, то есть со вкусом кима, морской сушеной капусты. Это уже называется, стоит привезти в подарочек. Ценник, в принципе, идентичный, что в Пёнеджеме, что в Duty Free, я сравнила. Поэтому можете купить прямо вот в аэропорту. Со вкусом кима это реально подарок, который стоит привезти необычно, по-корейски. Все-таки морская сушеная капуста. И любят же ее люди. Едят, по крайней мере. Ладно, далее. И последние чипсы, но не знаю, что последний в рейтинге. Это классические чипсы со вкусом кимчи. Кимчи, серьезно. Со вкусом острой квашеной капусты. Чипсы. Тоже все, что остренькое, корейцы любят с алкоголем. Но я алкоголь не пью, поэтому и чипсы эти, к сожалению, есть не буду. Тоже вам пошлю. Ну, а всю вот эту красоту, вот это все, за исключением бибимёна, я его съем, это я пошлю по почте одному из подписчиков группы Let's Go to Korea ВКонтакте. Как я его выберу? На 20 тысяч человек в группе мы проведем конкурс случайных репостов, и рандомным путем я выберу одного, кому отправлю всю вот эту красоту вне зависимости, где бы ты ни находился. Прикольно будет, если ты будешь в Корее, конечно. Я тебе опять еще в Корею верну, но выбор будет твой, что делать с этим, как съесть и когда, это все решишь ты. На этом я, пожалуй, заканчиваю с вами. Мой бибимён уже готов. Он хочет, чтобы его съели. Я его посыпала, кстати, с кимом поломанным. Так еще будет вкуснее. Спасибо большое, что посмотрели видео. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте. До встречи!